Людмиле Навальной, матери Алексея, все-таки выдали тело сына. Интернет сейчас полнится фейками относительно даты и места похорон. В таких случаях нужно ориентироваться только на близких людей и основных соратников Алексея. Вероятно, со дня на день мы узнаем, где, когда и в каком формате все пройдет. Что же подвигло систему и ее конкретных представителей все-таки выдать тело семье? Ведь эти персонажи, которые так боятся превращения похорон в протестную акцию, кажется, утратили в себе все человеческое, раз шантажировали мать телом сына. Мы не знаем, как они поведут себя дальше. Скорее всего, будут вставлены все возможные палки в колеса, лишь бы не допустить большой гражданской панихиды. Но пока мы видим то, что видим. Издержки от скандала им показались более существенными, чем потенциально крупнейшее собрание людей с начала войны. Причина, на мой взгляд, довольно прозаична. Хоть ты 33 раза назови Алексея террористом и экстремистом, но идею шантажировать мать телом сына ты не продашь. Как ни крути, один фиг ты нехрист. Россия, конечно, до предела секулярная страна. Религия у нас не предмет политической дискуссии. Но что в России имеет значение, так это обряды. Наши люди, может, не очень твердо различают Пилата и Петра, но почтительное отношение к смерти, строгие правила похорон и поминок, сакральные 9 и 40 дней прочно зашиты в национальную культуру. Наши люди не особо ходят в церковь, но в родительский день обязательно едут на кладбище, потому что надо. Россияне могут не иметь вообще никаких сбережений, по жизни экономить на всем, но у любой сельской старушки всегда отложены похоронные. Потому что, как бы ни была тяжела жизнь земная, но на тот свет нужно отправиться достойно. Да, отдельные отморозки в Телеграме со столь же отмороженной аудиторией могут заниматься трупоедством. Но с остальными так разговаривать нельзя. А сейчас именно тот редкий и, возможно, последний в путинскую эпоху момент, когда перед публикой нужно не выглядеть антихристом. Конечно, вред для системы от похорон Алексея Навального неизбежен. Однако он не сравнится по масштабам с инфернальной до сатанизма историей, когда режим держал в заложниках тело своего врага. Что мы узнали за неделю с лишним с момента гибели Алексея? Если была идея провернуть все тайно, спрятать смерть Алексея под фронтовыми сводками и общим звездецом ежедневных новостей, эта идея явно не получилась. Никто за 3 года заключения о Навальном не забыл. Новость о гибели Навального и самые недвусмысленные обвинения Путина в его убийстве на первых полосах всех ведущих изданий. Мировые лидеры в обязательном порядке высказались по поводу произошедшего. США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Япония и Австралия ввели новые санкции. К сожалению, часть ограничений из американского пакета до предела идиотские и вредят скорее тем людям, которые протестовали в защиту Алексея и донатили его команде, а теперь живут где-нибудь в Ереване. Их карты мир того и гляди превратятся в тыкву, потому что армянские банки не будут спорить с американским Минфином и в случае возможных проблем платежную систему мир просто отрубит. Такие санкции не вредят Путину, но понятно, что тут речь скорее о символическом жесте. Американская администрация показывает, что смерть Алексея Навального – событие, которое не может остаться без реакции. Алексей Навальный как символ присутствует даже в американской президентской гонке. То Дональд Трамп себя с ним сравнит, то Джо Байден ответит: «Ты что, болезный? Какой из тебя Навальный? Окстись!» Имя российского оппозиционного политика, никогда не занимавшего никаких госдолжностей, стало частью американской политической мифологии, вошло в публичный язык самой зацикленной на себе страны. Это вот прям совсем не рядовое достижение. Если политики ссылаются на Навального, значит, избиратели знают, кто это такой. Значит, зарубежная трагедия не воспринимается как новость с Марса. Если убийство Навального до последнего откладывали, чтобы избежать резонанса, то результат получился обратный ожидаемому. И не только за границей, внутри России это убийство произвело на политизированную аудиторию эффект, сравнимый с шоком от начала войны. Оказалось, что невозможно измерить обычными медийными метриками людей, для которых Алексей Навальный был важной частью жизни. Не обязательно публично писать его фамилию. Он просто как тот близкий человек, с которым мы по каким-то причинам не видимся годами и созваниваемся далеко не каждый месяц. Но он жив, и это для нас важно. Не все могли высказаться прямо. Например, в соцсетях многих российских звезд, ранее незамеченных в оппозиционных взглядах, появились посты, которые сложно интерпретировать иначе, чем как траур по Алексею Навальному. Такой особый сорт траура,
Придраться как бы и не к чему, но как бы все и поняли. Вопреки тому, что принято думать, государственное насилие в России никого не вдохновляет. Существуют на свете сторонники Путина. Но примерно с революции 1917 года не существует тех, кто заблуждается относительно российского суда, полиции и тюрьмы. Мы с малолетства учим пословицу «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Мы понимаем, что любого человека безотносительно его поступков государство может раскатать в папиросную бумагу и обратить в лагерную пыль. Репутация российской тюрьмы, где нарочно созданы калечащие, несовместимые с жизнью условия, чрезвычайно устойчива. Погибший в этих страшных застенках человек автоматически вызывает сочувствие. И не важно, что о нем говорили до этого. Пропаганда может сколько угодно рассказывать, как граждане ждут возвращения Сталина и массовых казней. На деле же статус человека, которого уморили в тюрьме, снимает многие грехи, как реальные, так и вымышленные. Совершенно не факт, что каждый из тех, кто приходил в храм и ставил свечку и оставлял записку за упокой раба Божьего Алексея, разделяет взгляды Навального. Просто в нашей традиции убитый государством человек получает симпатию и скорбь. Еще кое-что важное. За гибелью Алексея не последовал закономерный итог – вакуум политического лидерства. Было совсем не очевидно, возьмет ли на себя роль лидера Юлия Навальная, до того избегавшая публичной политики. Но она это сделала, прямо заявила, что займет место мужа. У Юлии Навальной, помимо репутации и морально безупречного образа, есть еще одна важная в текущих обстоятельствах сила – абсолютная свобода действий. У Путина был заложник, Путин заложника убил. Теперь нет никаких причин вести свою деятельность с оглядкой на последствия для заложника, о чем-то договариваться, как-то себя сдерживать. Юлия Навальная общается с миром напрямую, а не через адвокатов. Ей не нужно пробиваться сквозь многослойную тюремную цензуру. Весь огромный медийный ресурс, который Алексей создал за десятилетия своей активной деятельности, теперь может быть использован его самой прямой наследницей. 3 последних года Алексей Навальный мог напрямую обращаться к публике исключительно во время судебных заседаний. За последние 3 года мы слышали его голос в сумме меньше, чем шла одна его передача по четвергам на Ютубе. Политическое лидерство – это не только репутация, хотя репутация, несомненно, важна. Политическое лидерство – это еще и прямой контакт с теми, кому ты приходишься лидером. Очень сложно, практически невозможно формулировать какую-то повестку, какие-то идеи, когда вся твоя связь с людьми – весточки от адвокатов и те отрывки писем, которые после цензуры попадают к соратникам. Когда от тех, к кому ты обращаешься, нет нормальной обратной связи, то чуть раньше или чуть позже ты практически неизбежно начнешь говорить в пустоту. У Юлии Навальной такой проблемы нет. Аудитория Алексея готова ее слушать, а что важнее – прислушиваться. Мы видим это по резонансу, который возник вокруг нежелания ФСИН и СК выдавать тело убитого. Политическое лидерство – тяжелая работа. Мы не знаем, насколько успешно Юлия будет с ней справляться. Но начала она более чем достойно. Главное, что нужно понимать, мы об этом уже говорили, но стоит повторить. Гибель Навального делает мир более опасным для всех. Для объявленных экстремистами и врагами народа в последнюю очередь. Мы уже отрезанный ломоть. Вряд ли в нашей жизни что-то изменится. Самая большая опасность грозит тем, кто внутри системы. Можно очень долго себя убеждать, что если ты работаешь на мафиози, то мафиози тебя не тронет. Но нет, ничего похожего. Люди, привыкшие решать проблемы, физически уничтожая других людей, будут решать свои проблемы именно так. Если бы Путин и его окружение рассматривали для себя какой-то вариант будущего, если бы думали о том, что будет за пределами земной жизни Путина, в тюрьме с Алексея Навального пылинки бы сдували. Потому что такой человек был для этого будущего очень нужен. Как заложник, как страна переговоров, как средство политического размена. Сейчас у них этого нет. Есть ярость, страх и вполне четкая картина мира. Если не убьем мы, то убьют нас. Да, кремлевские старцы всегда играли в игру с нулевой суммой. В их мире не существует сотрудничества как понятия. Всегда есть тот, кто нагибает, и тот, кого нагнули. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас весь вопрос в том, кто будет лежать в могиле. Исторически так сложилось, и мы это видим по развитию событий, что механики, которые изначально создавались для борьбы с оппозицией, очень быстро начинают применяться к тем из своих,
кого по какой-то причине своими считать перестали. В первой половине нулевых с политическими преследованиями и басманным правосудием столкнулись Ходорковский и Гусинский, прямые и явные оппоненты. Но уже в десятые годы типичными подсудимыми в политических делах стали губернаторы, приближенные к телу олигархи и даже министр. Просто политические расправы через уголовное обвинение стали нормой, ординарным инструментом борьбы за ресурсы и влияние. Но вообще-то убить конкурента или недостаточно лояльного человека гораздо проще и дешевле, чем годами мариновать его в СИЗО, генерируя десятки томов уголовного дела. Мрачная истина заключается в том, что для нас с гибелью Навального мало что изменилось. Мы-то знали, кто сидит по другую сторону Красной Стены. Мы знали, что люди для них мусор и расходный материал. Однако те, кто внутри системы, не готовы считать себя мусором. Им хочется думать, что раз они приносят пользу, расходный материал – это про кого угодно, но только не про них. И они перетаскивают Путина на следующие 6 лет, давая ему и его силовикам полный карт-бланш на решение проблем посредством уничтожения лишних в системе людей. То, что случилось с Алексеем, это повод задуматься для путинского окружения. Для тех, кто не сидит в Совете Безопасности и не является отмороженным ветераном спецслужб. Убийцы убивают и будут убивать. Не получится в этой системе разменять какую-то пользу на жизнь. Чем дольше Путин будет у власти, чем больше изолируется в страхе и глобальной паранойи, тем опаснее будет Путин для тех, кто вокруг Путина. Всем, кому есть что терять, нужно хорошенько подумать, смогут ли они выжить в системе, которой терять нечего. До завтра.